Удивительно точные предсказания оставил потомкам Иосиф Виссарионович Сталин, часть которых уже исполнилась. Пророческое предсказание Сталина о России, СССР, русском народе и Востоке цитируется по статье Косолапова «Какая же она правда о Сталине?» Газета «Правда» от 4 июля 1998 года. В самый канун войны с Финляндией Иосиф Виссарионович Сталин пригласил к себе в рабочий кабинет на беседу знаменитую революционерку Александру Михайловну Калантай, дочь царского генерала, которая в это время была полномочным послом в Швеции в 1930-45 годах. Беседа была очень доверительная и произвела на Калантай чрезвычайное впечатление. Выйдя из Кремля, я не пошла, побежала, повторяя, чтобы не забыть сказанное Сталиным. Войдя в дом, стала записывать. Была уже глубокая ночь. Неизгладимое впечатление. Я по-другому взглянула на окружающий меня мир. К этой беседе я обращалась мысленно много-много раз, уже в годы войны и после нее. Перечитывала и всегда находила что-то новое. И сейчас, как наяву, вижу кабинет Сталина в Кремле. В нем длинный стол и Сталина. Прощаясь, он сказал: «Крепитесь, наступают тяжелые времена. Их надо преодолеть. Преодолеем. Обязательно преодолеем. Крепите здоровье, закаляйтесь в борьбе». Запись этой беседы с Иосифом Виссарионовичем Сталиным была найдена в дневниках Калантай, которые она вела продолжительное время. Впервые эти архивные извлечения напечатал историк и биограф Александра Михайловны Калантай, доктор исторических наук, Труш, в сотрудничестве с профессором Косолаповым в журнале «Диалог» за 1998 год. Иосиф Виссарионович Сталин сказал: «Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила Советского Союза в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы. С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм. Только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится множество вождей пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом, в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями. Повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом. Далее по этой дневниковой записи Сталин сказал: «Все ляжет на плечи русского народа, ибо русский народ – это великий народ. Русский народ – это добрый народ. У русского народа среди всех народов наибольшее терпение. У русского народа ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен, у него стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель, потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем».